Итак, наступил тот знаменательный день, когда мы стартуем работы над прекрасным автомобилем. Это Mercedes-Benz 300e AMG Hammer 6.0. Кстати, для тех, кто не смотрел предыдущий выпуск, обязательно начните с того, что вы посмотрите первую серию и поймете, что это за автомобиль, что это не просто 124 с дисками AMG. А для всех остальных мы начинаем. Любую реставрацию нужно начинать с проведения комплексной диагностики, но в то же время нужно понимать, что никакая диагностика вам не даст все-таки полной картины состояния автомобиля. Только в процессе его разбора вы узнаете ее в полной мере до всех мелочей. И вот, собственно, диагностика. Нужно это для того, чтобы уже первоначально понимать, каким пунктам мы должны уделить большее внимание, представить и выстроить некую программу первичную реставрации, которую мы планируем делать. Вот на нашем Хаммере не работает система кондиционирования. Если мы просто сейчас разберем машину, просто запишем на какой-то бумажке, как мы с этим будем разбираться? Это очень сложно. В разобранном виде эта система, она не работает. Вначале надо опрессовать систему, понять, что она исправна, то есть она герметична. Мы систему заправили, все запустилось, она работает исправно. Конечно, мы когда разберем, может быть, где-то будет какая-то трубка плохая, мы это все поменяем, но это делается механически, это смотрится механически, это нужно вот делать по такой логике. Но когда система будет лежать на столе, ты ее никак не проверишь. На нашем Хаммере есть проблема с ABS, то есть когда автомобиль едет, у него иногда зажигается ошибка ABS. Это не то поколение автомобилей, на которое легко так все диагностируется, все записывается в память, некоторые ошибки просто появляются и пропадают, но мы все-таки ее поймали и поняли, что неисправность в одном датчике, мы его поменяли, подключили, все идеально заработало, все, мы понимаем, что система в порядке. И вот после того, как вот эти вещи, то есть комплексная диагностика закончена, какие-то моменты мы все-таки устранили, основные вещи мы записали, делаем некий список уже тех вещей, которые выявлены, мы приступаем к разбору автомобиля. Для меня как творческая работа. Разбираешь автомобиль до винтика, и у тебя как чистый холст. И ты как художник, каждый винтик по чуть-чуть восстанавливаешь, собираешь картину. Часто встречается в этих автомобилях, ты какой-то элемент разбираешь и понимаешь, вкручены уже более современные винты, и вот тебе нужно понять, найти, узнать, какой был винтик, потом найти этот винтик, отреставрировать, и этот винтик вкрутить. В конце ты знаешь, что у тебя каждая деталь на правильный крепеж на своем месте. И это как бы такое ощущение, непередаваемое. Поработать, в принципе, придется совсем с каждой частью автомобиля. Потому что автомобилю больше 30 лет, соответственно, все эти вещи уже пластик высох, кожа испортилась. Все это нужно найти, восстановить, что возможно купить новое. Тоже отдельная история с поиском запчастей на эти автомобили. Но мы справимся. Вы, наверное, задаетесь вопросом, купили задорого какой-то непонятный 124-й. Это, наверное, такой самый стандартный вопрос, который, кстати, часто у меня в моем телеграм-канале тоже люди там обсуждают, говорят, еще какая реставрация. Ребят, давайте все-таки разберемся с этим. Конечно, мы говорим об автомобиле, который выпущен в количестве 13 штук. То есть это уже определяет цену. От чего она отталкивается? Конечно, вы не можете залезть на Авто.ру или на Авито или на Mobile.d. Там хаммеров нету оригинальных. Это я вам гарантирую. Вы его там не найдете.
То есть, как правило, такие машины, они попадают как бы в всеобщее обозрение через площадки всяких аукционных домов, типа Sotheby's и так далее. И они предлагают нашему вниманию, соответственно, эти автомобили. И у них сформируется определенная цена. Давайте вот скажем, что последняя машина, которая была в открытой продаже на подобном аукционе, была продана совсем недавно, несколько месяцев назад, за $761 тысячу. И судя по фото, эта машина тоже, поверьте, далека до идеала. Если красиво сфотографировать, мы уже много раз с этим сталкивались, аукционные машины на фото выглядят просто прекрасно, а когда приезжают сюда, оказывается, что у них есть очень много вещей, которые надо чинить, ремонтировать и даже реставрировать. А реставрация — это совсем другая история, это другая категория, это уже комплексные работы, когда вы каждую деталь должны отсмотреть. Вы представьте, из скольки деталей состоит автомобиль, и каждая деталь должна быть отсмотрена специалистом, то есть человеком, который в этом разбирается. Потому что представьте, вот вы когда заезжаете на сервис, делаете ТО, вы говорите: посмотрите мне подвеску, вам смотрят подвеску, говорят: у вас вот тут шаровая, да, износилась, надо менять. Ты меняешь шаровую, проходит 2 недели, вторая выходит из строя. Ну, так оно и бывает, то есть на ней еще люфта не было, машина чуть-чуть проехала, люфт появился, меняй. И вот представьте, вы отреставрировали машину, вот примерно такая же история, по такой же логике вы меняете только то, что было необходимо, проходит буквально там, не знаю, месяц, и эта деталь выходит из строя. И у вас еще: я же отреставрировал всю машину. Вот это неправильно. Поэтому машина при реставрации, в ней вот все вот эти, назовем ее, расходники, это меняется априори, как датчики АБС, сайлентблоки, все должно быть стоять новое. Вот тогда этот автомобиль полностью отреставрирован. Даже если деталь немножко уставшая, мы ее, конечно, все равно будем менять на новую, так как полностью машину приводим к заводскому состоянию. Что-то я сам принимаю решение, то есть если есть какие-то вопросы, мы обращаемся к техническому директору, то есть с ним согласовываем, что-то мы меняем. Может, эту деталь вообще невозможно найти и купить новую, значит, мы будем что-то думать с ней, как-то ее восстановить, отреставрировать. Моя зона ответственности — это техника, управление процессами всеми, менеджмент всех процессов. В первую очередь консолидировать в себе, наверное, всю информацию, все, что делают механики, всем этим управлять и следить за тем, чтобы все было вовремя и все было на грамотном, качественном, высоком техническом уровне. В процессе разбора мы все больше понимаем, что Hammer — это фактически автомобиль, построенный на агрегатах 126-го Мерседеса. То есть, как вы уже хорошо поняли и знаете, для того, чтобы построить такой быстрый седан, в те времена у них не было возможности пойти и взять там 119-й мотор и поставить его под капот. То есть они искали, что у компании Mercedes-Benz есть подходящее для того, чтобы взять это за основу для тюнинга, доработки и установки под
капотом 124 Мерседеса. И это был 117-й двигатель, конечно же, объемом 5,6 с двумя клапанами на цилиндр, с 126-й модели седана и купе. И таким образом они взяли не только сам двигатель, они взяли и автоматическую коробку передач, они взяли и задний редуктор, и даже если внимательно посмотреть, даже блок АБС у нее стоит именно от той машины. То есть вся вот эта начинка, она взята от 126-го и вставлена уже в 124-й. Естественно, подкапотное пространство там было не рассчитано. Мы видим много мест, которые были доработаны для того, чтобы, в принципе, этот мотор туда поместился. По большому счету, Хаммер — это вот такая вот квинтэссенция именно доработки гражданских автомобилей, то есть тюнинг. Ну, я все-таки человек из автоспорта, и мне ближе гоночные победы. Но вот как раз интересно, как люди, которые добились реальных успехов в автоспорте, дорабатывали гражданские Мерседесы. И интересно посмотреть, как машина собрана, какие технические решения применялись в тот момент. Я все-таки призываю вас к тому, чтобы понимать, что реставрированный автомобиль не новый автомобиль. Я постоянно во всяких роликах слышу это слово «новая машина», вот она стала как новая. Нет, новой она уже никогда не станет, но она будет отреставрированной. Я хочу уделить отдельное внимание вопросу сортировки запчастей. После того, как автомобиль проходит диагностику, составляется первичный список деталей, которые идут под замену. Затем в процессе разбора машины у нас этот список, разумеется, пополняется. Наш специалист, который занимается с складированием деталей, он аккуратно на полу раскладывает все те детали, которые нуждаются в той или иной сортировке. И он приглашает либо меня, либо нашего технического директора. Я беру наклейки разного цвета. В зависимости от того, к какой группе деталей они относятся, соответственно, их помечаю. Например, есть детали, одним цветом мы помечаем те, которые идут строго под замену. Другим цветом помечаем те, которые идут под реставрацию. Еще одним цветом помечаем те, которые, например, идут в порошковую покраску и так далее. Я приглашаю человека, который занимается запчастями. Он видит, что вот, например, синие наклеечки — это все те детали, которые ему надо искать. Он это все быстро переписывает, 20 минут буквально времени, и идет дальше заниматься этим списком. И после этого я уже могу спокойно пригласить нашего водителя, и они вместе с специалистом, нашим складовщиком, они это все упакуют и уже начнут развозить по тем или иным подрядчикам, которые будут с этими деталями работать. Сразу хочу отметить, что никакие детали мы не выбрасываем до завершения реставрации, потому что в процессе уже сборки машины иной раз какие-то детали не подходят, и мы можем сравнить их с теми, которые стояли на машине, так как они являются фактическими референсами. Кроме того, у нас остается крепеж, мы его распределяем, опять же, по группам. Отдельно лежит тот крепеж, который на переднюю подвеску, на заднюю подвеску и так далее, чтобы это не смешивалось, потом при сборке было удобно, не приходилось во всем этом копаться. Также мы это все укладываем в специальные боксы. На боксах мы указываем количество, группу деталей, то есть, например, передняя подвеска и цвет. Там, например, золотистый, серый, черный и так далее. Таким образом, это уезжает к подрядчикам, там это все делают, возвращается в том же виде, но только уже отреставрированном, передается уже во время сборки механику, и он это все вот так комфортно собирает. На самом деле, я вам так скажу, за 15 лет моей работы в этой теме я понял, что единственный способ для того, чтобы в дальнейшем машина собиралась и с этим не было большой возни и проблем, которые возникают, то есть начинается, не хватает того крепежа, куда это делать, где это на складе, то есть это грамотное складирование, обязательно вот такое вот распределение по группам, и только тогда впоследствии сборка будет занимать какой-то адекватный срок. Итак, наш 300E AMG Hammer 6.0 разобран.
Это супер редкий коллекционный автомобиль, благодаря тому, что он был изготовлен на базе 124-го кузова. Проблем тех, с которым встречаются все владельцы 500E, E500, здесь нету, потому что за базу взят стандартный кузов, и в принципе с этим более-менее нет проблем. То же самое касается и ходовой части. Все эти оригинальные детали мы можем достать. Их можно привезти. Их не так много у нас в Москве, но мы это находим, привозим. Это не является большой проблемой. Основные сложности, конечно же, вызовет двигатель, потому что двигатель это нестандартный, на нем стоят другие головы, будет таким основным челленджем в нашем проекте. Машины, они все разные, и реставрации, они все абсолютно не одинаковые. Это не одна и та же история. То есть вот всегда нужен какой-то подход, думать, как ту или иную конкретную машину нужно делать, какие подходы нужно использовать. И всегда это индивидуально. Вот если мы возьмем E500 или 500E и возьмем AMG Hammer, это абсолютно разные машины, это разный подход. И вот AMG Hammer — это значительно более сложный проект, потому что он весь в конечном итоге крутится, наверное, вокруг двигателя этой машины. И тут нужно очень грамотно понимать, что, с одной стороны, что-то мы можем улучшить в процессе реставрации машины, там, сделать чуть более качественную там, термоизоляцию и так далее. Но какие-то вещи мы не должны трогать, даже несмотря на то, что по современным меркам они сделаны, ну, может быть, не так качественно, не так совершенно. Но мы вот будем стараться ее исторический облик полностью сохранить, потому что часто люди говорят, ой, вот это там так вот кустарно и так далее. Тем не менее, это один из 13 автомобилей, он должен быть именно таким, каким он сошел с гаража, в котором делался, собирался. В следующей серии мы как раз с вами подробно вот поговорим вот про двигатель, мы его разберем, посмотрим, из чего он сделан, какие у него повреждения более точно, и как мы будем со всем этим справляться, потому что основная ценность этой машины — это двигатель. И если у нее не будет ее вот этого номерного двигателя, который есть во всех базах, во всех реестрах, тогда ценность этого автомобиля значительно снижается. Но мы, конечно, все сделаем, и наш Хаммер получит эти свои 385 сил, которые в него вдохнули инженеры AMG много-много лет назад. Lancé pour découvrir